Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Ну почему они такие нежные, сил моих нет. Девятое место. Как же нежно Чангук смотрит на Тэхёна, пока он ест кекс. И сколько ненавязчивой заботы в том, что, заметив его взгляд, Тэхён делит с ним вкусняшку. Они такие милые в проявлении своих чувств. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Вегу после дембеля их армии. Жить открыто или остаться в тени? Куда заведет их любовь?» Мой прогноз. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. 8 место. Совпадение или нет? Этот контраст того, как нежно Чангук поддерживает Тэхёна и каким горячим взглядом на него смотрит. Это просто так сумасшедше. Седьмое место. Его глаза и его камера всегда находят любимый объект. Шестое место. Поведение пары. Чангук и Тэхён в своем прекрасном мире, не трогайте их. Люблю ловить твой взгляд, направленный на меня. Пятое место. Сколько бы ни пересматривал этот момент, каждый раз как в первый умираю от нежности. Четвертое место. Забота. Просто Чангук знает, что Тэхён любит обнимать подушку во сне, поэтому отдает ему свою. Знает, что по утрам тот пьет яблочный сок, а потом только чистит зубы, предпочитает не острую еду и от этого готовит ему такую. Просто Тэхён знает, что Чангук любит чистоту и свежее белье, поэтому идет стирать с ним среди ночи.
Знает, как тот обожает Железного Человека и дарит фигурку своему мальчику. Поддерживает, когда хвалит, понимая, как Чангуку это нужно. Они отвечают на вопросы, опережая ответы друг друга, двигаются как одно целое и выглядят как сама любовь. Третье место. Новости. По сообщению к СМИ, второй корпус, в котором служит Тэхён, проведет учение в регионах Чхунчхон, Хвачхон и Ханчхон, которое продлится с 12 по 16 мая. В этих учениях будут задействованы военнослужащие, корпусный транспорт и снаряжение, а также представители местных органов власти, полиции и пожарных подразделений. Основное внимание будет уделяться отработке оперативных возможностей для немедленного реагирования на различные действия противника. Учения будут проведены с учетом того, чтобы обеспечить безопасность солдатам и свести к минимуму неудобства для местных жителей. Просыпайтесь, говорю, и смотрите на это. Тэхён, который самый смелый спецназовец, на самом деле боится стоматологов, так что армия сделала ошибку, попросив о поддержке. Именно поэтому он ответил ей таким набором смайлов. У него спросили: «Не больно?» «Все хорошо». Он ответил: «Не больно». Мгновение спустя в машине: «Ах, это было болезненно и неприятно. После этого мне уже ничего не страшно». Стоматологи реально пугают. Когда его спина для тебя самое удобное место. — 2021 год. Тэхён появился на красной дорожке The Fact Music Award в таком виде. Понимать, что под пиджаком был этот милый вязаный шнурок, который потом Чангук распутал. Пока. Тренировочный центр, где находится Бами, опубликовал пост. Доберман, быстро ставший одним из самых известных питомцев в кей-поп, окружен заботой и вниманием в Халакер Парк, ведущем кинологическом центре Южной Кореи. Хотя подробности о всех предоставляемых услугах широко не раскрываются, Халакер Парк – это пространство, посвященное благополучию животных, включающее поведенческий тренинг, контролируемые игры, социализацию между собаками и открытые площадки, окруженные природой. Место стало популярным в соцсетях после того, как там поселили Бама, а также его посещают другие питомцы-знаменитостей. Бам часто появляется на фото рядом с доберманом Бель, принадлежащей актеру Бэчанама. Их можно увидеть вместе в праздничных нарядах, что служит еще одним доказательством того, что собачка Чангука находится в отличных руках. Эти кадры широко публикуются и немного согревают наши сердца. Халакер Парк регулярно делится обновлениями в Instagram, где можно следить за повседневной жизнью собак, включая нашего любимого Бама. Бам окружен квалифицированными специалистами и получает отличный уход до возвращения своего папы. Бам окружен заботой и ждет возвращения своего папы. Если бы от счастья можно было взлететь, то двумя птицами в небе было бы больше.
Эта маленькая девочка, вероятно, 5 или 6 лет, остановилась перед Тэхёном. Мама сказала: «Я пришла купить кофе», а дочка увидела Тэхёна и спросила, существует ли он на самом деле. Даже в глазах деток Тэхён сказочный. Это что, день горячего Тэхёна? Не, но он достоин. Тэхён был упомянут в статье, анонсирующей запуск 4-го сезона кампании Save One международной неправительственной организации по защите прав детей Save the Children. Кампания нацелена на помощь детям, пострадавшим от климатических кризисов. 3 числа Тэхён привлек внимание фанатов, когда на фотографии с тренировки он был замечен с браслетом Save One. Напоминаем, что такой браслет выдается только активным участникам спонсорской программы. Огромная благодарность нашему Мишке за его необъятное сердце и всегда активную помощь детям. На 1% человек, на 99% ангел. Известный корейский актер Ли Джа Хун, таксист, сигнал, не перестает хвалить Чангука. Недавно, рекламируя свой фильм, Ли Джа Хун упомянул Чангука, говоря о каверах на его музыку Seven Standing Next to You. Ранее, на церемонии вручения премии Mama Awards 2023, он похвалил Чангука, сказав: «Чангук, он такой классный, и каждый раз, когда я смотрю на него, мне действительно хочется подражать ему. Но я сдерживаю себя, потому что знаю, что никогда не смогу повторить такие выступления». Он рассказал в Эль Корея, как отработка движений Чангука усилила его уважение к кей-поп. У Чангука такие же талантливые поклонники, как и он сам. А у нас тут есть поклонники этого актера? Если бы это сделал другой участник, я гарантирую, Чангук был бы в ярости. Чангук установил рекорд – 17 миллиардов стримов, самый быстрый результат среди азиатских артистов. Чангук стал единственным сольным кей-поп-исполнителем, преодолевшим отметку в 17 миллиардов аудиостримов по всему миру. Он также достиг этого результата на всех цифровых платформах за самое быстрое время среди всех кей-поп-солистов. В феврале 2025 года он стал первым сольным артистом кей-поп и самым быстрым азиатом, достигшим 16 миллиардов стримов. Чангук добился ряда глобальных признаний в 2025 году, несмотря на прохождение военной службы. Он был отмечен 4 крупными организациями: Apple Music, Книгой рекордов Гиннесса, Музеем Мадам Тюссо и Национальным музеем народной культуры Кореи. 8 мая Apple Music включила Golden в свой список альбомов, достойных Мет-Гала. Чангук оказался единственным артистом мужского пола азиатского происхождения в этом перечне, наряду с такими звездами, как Мадонна, Джанет Джексон и Долли Партон. Я доживаю последние дни в ожидании ребят из последних сил. Поделитесь, как вы держитесь.
Обновление. Echo Jacket Shoot Sketch. Привет, это Джин. Я нахожусь на съемках обложки альбома. Такой концепт для меня впервые, как и отращенные волосы с укладкой и макияжем. По-моему, получилось неплохо. Пожалуйста, с нетерпением ждите результата. У меня теперь есть именная куртка, но я не могу носить ее на улице только во время съемок. С первым образом закончено. Мне нужно сменить в общей сложности 3 образа сегодня, и поскольку все они разные по концепции, надеюсь, вам понравится результат. Я хотел создать разную атмосферу для всех 3 образов, поэтому пришлось постараться. Я никогда раньше не носил берет, так что я чувствую себя немного неловко, но кажется, мне идет. Мы закончили с этой версией, и теперь мы переходим к следующей. Увидимся позже. В этот раз я рисую баллончиком с краской, как вот в этом темном переулке. Мы выбрали более агрессивную концепцию. Я не уверен, что хорошо изобразил свирепость, так как у меня лицо милого парня, но я очень старался. Может, я и не выгляжу яростным, но я надеюсь, что вы подумаете, что я милый. Это не настоящая татуировка. Нарисована ручкой, но выглядит довольно неплохо, правда? Это концепция рок-звезды, но почему они одеваются так неудобно? Одежда тесная, брюки узкие. Трудно сидеть и стоять. Я не думаю, что смогу стать рок-звездой. Это мой 2-й сольный мини-альбом, и я в сомнениях, как к нему подступиться. Я привык работать в команде, а в одиночку все кажется сложнее. Но я сделал все самостоятельно, надеюсь, что у меня получилось. Сегодня во время съемки я не мог не скучать по участникам. Я уверен, что сейчас в армии они думают: Джин, наверное, очень много работает, мне нужно пободрить его, но и я поддерживаю вас, парни. Файтин. Тэхён с влажными волосами. Милого носика вам в ленту. Протяни мне свою руку, ведь о этой кромешной тьме ты мой свет. Ждали очень долго. BTS возвращаются в полном составе. Хайп гудит как улей. В период затяжных майских праздников на южнокорейском фондовом рынке воцарилось затишье, что сказалось и на снижении активности инвесторов. Количество поисковых запросов, связанных с биржей, заметно упало. Торги не проводились 1 мая, праздник труда, 5 мая, День детей и день рождения Будды, а также 6 мая, объявленный дополнительным выходным. На фоне этого внимания инвесторов удостоились такие компании, как Samsung Electronics, Amore Pacific, Doosan и Hype. Наибольшее количество запросов по аналитическим отчетам пришлось именно на Hype, ведущую развлекательную компанию страны, 292 упоминания. Более того, она заняла 3-ю и 10-ю позиции в том же рейтинге. В списке популярных поисков по акциям Hype также вошла в 5-ку лидеров – 175 запросов. Аналитики и Кихун, и Ким Хёнсу из Hana Securities назвали Hype наиболее предпочтительной инвестицией с высокой степенью уверенности, оценив ее потенциальную рыночную капитализацию в 15 триллионов вон.
Чхвё Мин Ха и Кан Янхун из Samsung Securities выразили положительное мнение в отчете под названием «Засиял свет надежды». Похожую позицию заняли и Van Investment Securities, где в обзоре не сезон, но держится хорошо, отметили возможное возвращение BTS во втором квартале как значимый фактор роста. Целевые цены на акции Hype, озвученные 3 крупными брокерскими домами, составили от 330 тысяч до 335 тысяч вон. Это предполагает потенциальный рост примерно на 25% от цены закрытия 7 мая – 264 500 вон. Он стоял в углу и ждал, когда придет Тихён. Кто такой послушный больше, чем Чангук? То, что было сделано Тэхёном, и то, что было сделано Чангуком. Тэхёну всегда нравились мускулы Чангука. Тэхён и его рандомные фотки собак. Какой брутальный мужчина! Официальный аккаунт Save the Children Korea разместил в своих историях особое упоминание Тэхёна, подчеркнув красный браслет, который он недавно носил, жест, который тронул фанатов по всему миру. Браслет, который носил Тэхён, на недавно опубликованном фото с тренировки, согрел сердца фанатов. Этот символический аксессуар вручается только постоянным донорам. Красный цвет символизирует наше сердце, связанное со всеми детьми мира. Этот маленький браслет, который носит Тэхён, теплое выражение поддержки детям по всему миру. На другом изображении компании НПО приглашает общественность к участию. Присоединяйтесь к компании Save One, чтобы помочь спасти детей в катастрофах. В очередной раз Тэхён демонстрирует свое положительное влияние посредством простых, но чрезвычайно значимых жестов. Обаятелен и привлекателен. Он такая дива. Something
Несу вам нежность, то, как Чангук кладет голову на плечо Тэхёна. Его безопасное место. Чангук, который источает феромоны грубого самца. Я знаю мысли Тэхёна. Два года назад Чангук затмил всех своим неожиданным появлением в магазине Calvin Klein. Журнал Elle выделил Чангука как выдающегося посла Calvin Klein. Его появление стало главной темой заголовков, продемонстрировав его звездный статус. Его непринужденный стиль, свободная рубашка, черные брюки карго и хвост стали вирусным среди фанатов и СМИ. Этот образ просто сногсшибательный. Второе место. Это так интимно. Такие крошечные, а уже во что-то взрослое играют. Мы ничего не видим. Первое место. Бедный Тэхён не сдержался. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.